Великолепно, великолепие. Здорово, дружочек-пирожочек. Меня зовут Джон Мон Джонсон. И я хочу вам рассказать про этот мотоцикл с точки зрения человека, который, так сказать, не подкупен. Мне не прельщает какая-либо марка конкретная, очевидно. Я считаю, что все мотоциклы хороши на самом деле. Никакая не хуже, никакая не лучше. Несмотря на то, что этот мопед довольно старый, и конкретно он был лансирован в 2001 году, а модель была выпущена в 2002. Этот мотоцикл снимался в последнем Джокере с Хоакином Фениксом. Как ни странно, многие могли его не заметить, но я сейчас ставлю кадры с VTX. Он там был. Факт номер 2. На самом деле Honda делают отличную противоугонку для вашего Харлея. Так, а если серьезно? Орла сними, смотри, бля, какой реально орел. И что, орла снимать? Да! А если серьезно, то VTX был анонсирован в 2001 году, а на поток он поставлен в 2002. Во многих источниках, причем в русскоговорящих, написано, что Вот это не протертый глазик, это разбитая линзочка, так что я ничего с этим не поделаю, пацаны. Когда-нибудь у меня будут деньги, и я куплю себе Альфу А6400, А6500, а сейчас терпение, пацаны, все будет когда-нибудь. мотор разработан специально для него, это только для него эталонная разработка. Но за основу было взято колено от шадовки 83 года. И после этого люди, типа, ездящие на Хондах, говорят: Харли старая фигня, это разработки 56 года. Тут такая же история. Они взяли колено от шадовки, укинули туда, укинули пару балансиров, там по 3 клапана на цилиндр, и все. Новейшая разработка, технология, такого вы никогда не видели. На то время, на 2002 год, это действительно был самый здоровый V-Twin, который тогда выпускался. Да, сначала они сорвали все лавры, было круто, но потом в 2004 году они взяли защику Kawasaki. Не знаю, на самом деле, можно ли сказать, взяли они защику или нет, потому что, это был мод с 2-литровым мотором, такого раньше не видали. Но Kawasaki сделали мопед, который ехал на 2 литрах медленнее, чем вот это. Там был ремень, который мог рваться, здесь кардан, который, по идее, жрет мощность. Но, несмотря на это, VTX литр 800 дергал Kawasaki. Возможно, это потому, что там, конечно, нижний распред, древние технологии, они пытались сделать мод таким, чтобы его полюбили американцы. Но и VTX это пытались сделать, он в Огайо собирается, И, кроме того, этот Kawasaki Vulcan 2000, по сути, был говном. Я не нашел реально о нем каких-то хвалебных отзывов, что это хороший мотоцикл. Я сам хотел взять Kawasaki 2 литра, и даже Человек-болт хотел взять Kawasaki 2 литра, но только ради цифры, ради того, что на заправках говорит, 2000 кубиков у меня так-то в мотоцикле, но прикола в этом никакого не было. У меня знакомый эвакуаторщик есть, оказывается, я сам об этом не знал. Он сказал, что даже в Минске, несмотря на то, что здесь, в принципе, 200 жителей, а остальные разъехались куда подальше, довольно частым гостем на его эвакуаторе является Kawasaki 2 литра, потому что эта хрень разваливается. Чего нельзя сказать на самом деле о VTX, потому что я прорыл всякие форумы, американские, русские, искал какие-то проблемы. Я реально ничего не нашел. Я нашел какой-то американский форум, где чувак писал, что он взял VTX из салона новым в 2003 году.
И до 2017 года у него не сломалось ничего. Он менял только масло. Единственную проблему, которую по VTX я нашел, это на моделях 2002 и 2003 года топливный насос сдох. Ну, как бы жители России привыкли к тому, что ты приезжаешь на авторынок и просишь топливный насос от Волги, и все потом едет. Так что в этом ничего страшного, я думаю, нет. В том же 2004, по-моему, в 2004 Kawasaki анонсировали это VTX, типа V-Twin Extreme. На тот момент он был экстремально огромный. И в 2004 году они анонсировали литр 300, чтобы как-то удешевить производство, сделать мотоцикл немножко подешевле для тех, кому VTX 1800 был подороже. Уменьшили объем, но при этом вот это вот ребрение осталось. Оно здесь реально эффективно, оно не для виду здесь сделано, оно здесь играет роль. Ну и, естественно, жишка. Я, честно говоря, не понимаю прикола на самом деле в этом, потому что, уменьшили мощность, удешевили производство, но этим самым, наверное, они немного подкосили серию 1800-х, потому что она выпускалась до 2008 года, и, хотя в ней был прикол, потому что здесь инжектор, а на 1300-м они ставили карбюратор, чтобы прям вот дешево-дешево все было. Тем не менее, они пишут, что, официально максимальная скорость у 1800-го 210 км в час. Я не пробовал на нем ездить с такой скоростью, и сегодня, наверное, не буду, но я ездил на 1300-м VTX, немного проехал, 1002, наверное, километров. Несмотря на это, я разгонял его до 195 км в час с пассажиром. То есть у нас было два портфеля, пассажир сзади, я, и мы ехали 195 км в час. Бак, полный бак кончился за 90 километров у меня на этой скорости. И я всох на платной трассе, где типа ничего не было. Спас человек-мотоциклист, который проезжал мимо. Дальше что можно сказать? По звуку. Звук мне абсолютно не нравится, потому что если взять тот же Kawasaki, там нижний распред, типа они пытались сделать что-то похожее на Harley. Если взять ту же XV-серию у Yamaha, они сделали трушный V-Twin на воздухе с нижним распредом, все как надо. Он звучит круто, а здесь выхлоп, он может быть конкретно на этом мотоцикле, не знаю, но такое ощущение, это как лай собак. Я ненавижу собак, потому что когда они лают, такое ощущение, что они просто включают функцию издать самый громкий звук, который у них вообще есть. Похуй, насколько он будет красивый. До коленочки! Сейчас, до коленочки. Блядь, не. О! Вот это гонка, Владик. Вот здесь такая же история. Он орет, он очень громкий, но мне абсолютно эта херня не нравится. Как не нравится и кардан, потому что, с одной стороны, да, надежность. Круто, ты меняешь масло раз там в год, в два, и все у тебя отлично. Но с другой стороны, во-первых, теряется мощность, а во-вторых, есть такая неприятная херня конкретно на этом. Нет, у меня то же самое было на Yamaha. Такое ощущение, что либо демпфер раздолбан какой-то, либо этот механизм настолько огромный, и там так мало зубьев, что ты на старте и на торможении ощущаешь вот этот оп, проходит 1,5 года, когда ты это почувствуешь. Такого нет на ремне и на цепи. На ремне и на цепи мотоцикл отзывается сразу. Здесь есть какой-то затуп неприятный. Мне он совершенно не нравится. Из того, что мне не нравится, это водянка еще. Мне не нравится, что у него жидкостное охлаждение. Ну да, прикольно, как бы... Благодаря этому они смогли повысить КБД, мотоцикл не перегревается в пробках, вроде прикольно, но у меня какое-то просто персональное отвращение к водянке, потому что первым мотоциклом был Yamaha VMAX, который начинал ссаться из всех щелей, где у него налит антифриз, когда меняется температура. Когда мы его покупали, мы осматривали его в помещении, выгнали на улицу, и он просто начал ссать. Мы загнали его в теплое помещение, он начал ссать. И такая херня была постоянно. Радиаторов в красных разводах — это вообще нормальная штука. Возможно, тут такого нет, но с того момента мне это совершенно не нравится. С одной стороны, я езжу на машине, на которой водяное охлаждение, и я как бы не жалуюсь. Но я не вижу постоянно ссущий антифриз, который у меня по ногам стекает, типа. В этом плане, конечно, мне больше нравятся воздушники. Если бы я себе покупал какой-то Extreme V-Twin, я бы однозначно смотрел в сторону XV серии Yamaha, потому что там трушный мотор, у которого
Ну, по сути, проблем нет. Да, там у 1700 серии есть проблемы с резиночками, которые постоянно рассыхаются, разваливаются. Но, опять же, ты пришел в магазин авто и говоришь: здрасте, дайте мне от форсуночек, от Волги резиночки. Ставишь, и все у тебя отлично. У SV серии 1900 до 2009 года есть проблема со сцеплением, потому что оно моментально заканчивается. И третья передача, которая, как оказалось, разваливается. До 2009 года они ставили какую-то рисовую шестерню, которая разваливалась. А после 2009 года этот вопрос решили. Но, тем не менее, этот мод стоит значительно дороже. Ну, он и новее на 10 лет. Потому что вот этот конкретно мод был куплен за 5400 баксов. Ну, честно говоря, за эти бабки я бы лучше взял себе какую-нибудь Дайну. Она была бы посвежее. Ну да, там типа был бы 88-й мотор, ну, 1,5 литра, грубо говоря. Но это был бы вечный мотор, по сути, который, если тебе наскучил, ты взял, берешь 500 баксов, закидываешь туда, и у тебя становится мотор 97 кубических сантиметров. И он валит. А здесь ты типа, ну, ничего с ним не сделаешь. Но с другой стороны, с ним ничего делать тебе не надо, потому что, ну, Honda не ломается. Да, вот в этом есть прикол. Подожди, так Honda не ломается, что ты делаешь? Сережа, что-то сломалось? Сломалось? Что сломалось? А что сломалось? Вылетел? А нихуя, ты что, он вибрирует так, что попадаешь в границу? Нахуй. Почти Харлей. Сломалось. А пробегу-то сколько? 13 тысяч? На 13 тысяч Honda сломалось. Да уж, блядь. Не доводи меня до слез. Да. Honda, конечно, дала осечку. Видишь примерно, как проседает, да? Ну да, но под тобой слабже, чем это. Проседает мопед, проседает. Да. Что, ключи с собой возишь? Что если сломается, то есть, если ломается Honda, да. Поэтому, наверное, с аукционов реально дешево ее не выдернуть. То есть, вот даже если самому себе лично пригонять без доплат там каким-то магазинам и кому-то еще, она выйдет примерно в 500 тысяч. То есть вот этот мод, купленный за 5600, это просто подарок, потому что пробег на нем был 11 тысяч миль, по-моему. И он реально, он вообще новый. Ну, типа, да, там одна царапка на крыле есть, но это вообще херня. Касаемо вообще моделей, которые есть у Yamaha 1800, там, ой, Yamaha, я уже мечтаю о Yamaha, сидя на Хонде и драчу на Харлей. Короче, смысл в том, что у них есть 6 серий. Ну, в принципе, все как у Харлеев. Разные 6 серий, которые ни хрена ничем не отличаются. Ну, типа спецованные колеса, длинное крыло, короткое крыло. Вот это типа R-серия. R значит ретро. И я здесь ретро никакого не вижу. Отношение к ретро, какое это имеет, я, честно говоря, не понял. Но тоже могу сказать, что мне, например, из VTX мне больше всего нравится F-серия и N-серия, кажется, с таким коротким крылом. Оно как-то повеселее выглядит. Это какое-то, не знаю, унылое. Дальше, что я еще хотел сказать. Касаемо 1300 VTX. У него те же самые ребрения есть. И у него в связи с этим возникла проблема, что он, ну, пишут, что он не нагревается. Хотя, не знаю, человек, Киселев, который сейчас стоит за кадром, владелец этого мотоцикла, ты сколько на 300-м отъездил, 1300-м? 2 года и 1030 миль. 1030 миль проехал, вообще прям нехерово за 2 года. У тебя была какая-нибудь проблема с недогревом? То есть ты доехал до работы, а он все еще недогретый и пердит? Постоянно задний цилиндр был. Если проезжаешь меньше километра, то передний цилиндр горячий, задний цилиндр постоянно холодный. Да, это проблема известная, она всегда была. Ну вот. Свечи постоянно засранные были на заднем котле. Кстати, странно, что задний недогретый, а передний перегретый. Странно. То есть у Бьюилла наоборот, у них у всех отваливается задний цилиндр, потому что он перегревается, он в жопе стоит и типа, а здесь наоборот было. Ну, странно. Тем не менее, ну, опять же, по мощности ты почувствовал какую-то разницу? Очень большую, очень огромную. На 1300-м комфортная скорость, при которой ты можешь ехать вдвоем с пассажиром, на дальняк, неважно куда, по хорошей дороге, это 130-140 километров с лопухом. И больше, ну, в принципе, после 130 он ехать уже перестает. То есть он едет, там что-то набирает. Миль или километров в час? Километр. После 130 он перестает подрывать, перестает ехать нормально и как-то начинает тупить. Неважно, один ты, вдвоем. Здесь до 170 он прет просто к дурню. Ну... Неважно, один ты, вдвоем, втроем, вдесятером. Ну, естественно, разгон. Ну, да, по цифрам там разница приличная. Ну,
Я пересел на 1300 после 1100 шадовки и особой разницы вообще почти не заметил. Ну, там, да. Ну, там везде 50... Ну, опять же, блин, прикол 1300-го VTX в чем? У него по паспортным данным, по-моему, 57 или 67 лошадей. Да, 65 там что-то. А простите, в чем прикол, если у Харлея на 1278 сил? Ну, на некоторых, опять же, модификациях, не на всех. По некоторым данным, то есть у таможни данные написано, что у всех Харлеев Спортстер 49 лошадей. Ну, как бы мы цифру настоящую не узнаем, потому что Харлей не называет настоящих цифр, но в разных источниках написано по-разному. То есть где-то написано, что 78 сил, хотя я в это на самом деле не очень верю, потому что говорят, что у Харлея с 1 кубического сантиметра можно снять 1 лошадиную силу. То есть там мотор получается меньше 70, то есть примерно 74, по-моему, кубика получается 1200. Что-то такое. Ну, то есть это попахивает немножко обманом, но, наверное, 60 там есть. То есть я вот сравнивал 1200 Sportster и 1300 VTX. VTX мне показалось, что вообще не ездит. И касаемо тормозов, потому что раз они сделали 1800, да, кстати, насчет тормозов, здесь типа комби-брейк стоит, но, по-моему, это полнейшее днище, честно, он, ну, вообще не тормозит, как мне показалось. Возможно, и это говорю я, после Спортстера, у меня был Спортстер, и он тормозил намного лучше, но у меня была как бы спорт-версия, и в спорт-версии было 2 диска тормозных. Как бы, несмотря на это, они были не плавающие, здесь плавающие. Ну, то есть, все равно КПД должно было быть ниже, потому что, ну, тормоза у Харлея говно. Здесь стоит комби-брейк Nissin, и он еще хуже, блядь. Я не знаю, как они это сделали. Это должен быть охеренный тормоз, но он не работает. По поводу разгона, ну, да, когда я первый раз сел на этот 1800 VTX, мне показалось, что он как-то на низах он прям вообще безумный. Мне прям тоже было стрёмно выкручивать ручку газа, потому что мне казалось, что он меня убьет и размотает сразу. Тут есть где-то Power Commander. Power Commander, вот тут он. Можно натыкивать штуки, low, high. Так ты вот, ёпта. Нажимай high максимальной мощности, все будет нормально. Дунажет. Даже Power Commander стоит. Не просто так пердежный выхлоп. Но точно такое же, ровно точно такое же ощущение у меня было на Дайне на 96-м моторе. На низах все то же самое. И здесь мне не нравится, как работает мотор на самом деле в плане оборотов. То есть здесь ощущение, что постоянно не докручиваю, ну, постоянно мотор упирается в отсечку. Ты только открутил, он в отсечку. Можно, конечно, подумать, что это из-за мощности, но, в принципе, по разгону я пробовал откручивать его в пол. Ну, мне не показалось, что он как-то валит безумно. Снизу, да, кажется, что прям безумная штука. Первые 2-3 передачи он валит как безумный. 4-я, все, тишина, ничего не происходит. Я опять же нашел американский форум, где чувак писал, что на свой 1800-й он перекинул шестерню 5-й передачи как-то. Типа она прям идеально подходит. Он перекинул с 1300-го. И благодаря этому максимальная крейсерская у него повысилась. Типа у него там на 5-й передаче начинает врать спидометр, все такое, но типа у него стало больше крейсерская скорость и комфортнее. То есть обороты упали там на 120 и типа классно ему ехать. Ну, не знаю, честно говоря, как это проверить. Ну, хотя в это можно поверить, наверное, потому что здесь разница в мощности почти 2 раза. В крутящем моменте, ну, не помню. Крутящий момент не помню, не буду называть. А максималка у них, ну, одинаковая. Возможно, в это можно поверить реально, что на 1300-м какое-то передаточное число другое. Ну, тут тахометра, по-моему, нет тахометра. Ну, ладно, сейчас прокатимся и посмотрим, так сказать, по ощущениям, что будет. Расскажу вам, как он ощущается. И можно ли этим мотиком управлять девочкам, например. Ну, ладно, об ощущениях расскажу на ходу.
Значит, какое первое ощущение образуется, когда ты его с подножки поднимаешь? Ну, в принципе, по весу он не тяжелый какой-то. Он просто ощущается здоровой херней из-за бака своего, который довольно высоко. Ну, это этой фары, блин, которая как паровозная вперед смотрит. А так, в принципе, он, ну, на самом деле он довольно легкий. Но вызывает ощущение здоровенной баржи. Сейчас попробуем, так сказать, прокатиться. Ключ на старт. Насос качает. 2002 года, и он еще не сломался. Это единственная проблема VTX. Блин, какой выхлоп. Абсолютно не нравится. Он просто кричит. Коробка, кстати, очень мягкая. Но вот этот вот прикол кардана мне абсолютно не нравится. Он дергается. И он пытается завалиться. Вот, то есть для какой-нибудь девочки это стрёмная хуйня на самом деле. После Дайны он типа не вызывает ощущения страха. Он просто едет. Блин, слушай, я реально прокатился на Дайне недавно, и мне кажется, VTX сейчас не валит вообще. Лол. Прикол. Тормоза отвратительная херня, просто ужасные. Блин, слушай, поворачивает очень хреново. Такое ощущение, что он реально валится, и руль кого-то в конце подкусывает. У него что-то с рулевой. Блин, кардан ужасный. Итак, разогнались до некоторой скорости. Что можно сказать? Ну, на ходу это уже маленький, аккуратненький мотоцикл. Он совсем не страшный, совершенно легко управлять, маневрируется очень-очень легко. То есть я бы реально сказал, что, ну, девушке он не подойдет, потому что маленькой девушке он не подойдет. Или не знающей, как, ну, или той, у которой мало опыта, потому что он маневрируется на ходу легко, но на маленьких скоростях. Вот сейчас даже я очень аккуратно вписывался в поворот, потому что мне казалось, что я могу завалиться, потому что руль в конце подкусывает как бы. А так, на ходу выхлоп, ну, громкий. Мне не нравится на самом деле. Пацанчики. Сейчас я еду 100 км в час, как будто 20, если честно. Вообще легко. И я еду, по-моему, на 4-й. Да, вот 5-я. Охренеть. Да, это 5-я. Вот это дела. Ну, что можно сказать? Валит, да. Но валит как Дайна на самом деле. Так что ничего необычного. Тут дорога не очень, я не хочу особо ужаривать. Ну вот, 110 крейсерская. Я не знаю, сколько оборотов, но мало. Очень мало. То есть едет, ну, мощи, короче, ему хватает. Как говорил человек Артем, здесь мощности на грани с комфортом. Если больше, то постоянно будешь шлифовать. Ну, то есть, вот, например, едем 100, сбрасываю на 4, ускоряюсь. В пол! 140. Ну, честно, нет ощущения безумного ускорения. Крузить на нем круто. Но если вы хотите его взять в плане погонять, нет, это не гонка. Он рулится довольно хорошо. Очень хорошо, я бы сказал. Я тот еще эксперт, но он ощущается очень маленьким и очень легким на ходу. Совершенно противоположное тому, что ощущаешь, когда ты на месте его ворочишь. Кстати, интересно, надо посмотреть, справится ли с ним девушка. Не знаю даже, как это проверить. Но, чтобы, так сказать, понять девушку, надо стать девушкой. Сейчас проверим.
Итак, для проведения эксперимента мне пришлось замаскироваться. Сейчас мы проверим, справится ли с этим мопедом девушка. Все, давай, я попер. Сейчас проверим. A few moments later. Я ничего не понял, но девушек постоянно называют пидором. Короче, вывод есть такой, что для города я бы, наверное, его не стал брать, потому что в нем нет смысла, он не едет быстрее какой-нибудь Дайны, который можно взять за эти же деньги. Но, когда ты выезжаешь на трассу, все меняется. На трассе это мопед, который великолепно чувствует себя. Он очень стабильный, он легко управляется и... Но нет никакого бешеного ускорения здесь. Вот, пятое, буль-буль-буль, 110 км в час. Вот это его, так сказать, стезя. Вот это здесь он живет. И здесь есть такая херня, что я вот на нем еду, и у меня нет ощущения, что мне необходимо держать руль. У меня нет ощущения, что мне необходимо держать руль, потому что он не пытается никуда свалить. На Спортстере у меня стоял демпфер, и тем не менее ощущение было, что мне постоянно надо контролировать мотоцикл. Здесь нет, он едет сам по себе. Я просто чуть-чуть направляю. Я просто подсказываю, куда ему ехать. Дальше он все делает сам. На маленьких скоростях он уже становится не таким послушным. Ну, то есть его тяжело засовывать в поворот, потому что он пытается упасть, и приходится его в другую сторону пытаться удержать. Мне это не нравится. То есть вот я даже поворачиваю, и я посмотрю в другую сторону, а он пытается, падла, упасть вот направо. Наверное, я бы не стал рекомендовать его как мотоцикл для города, потому что я посоветую Харлей за эти же деньги. За эти же деньги можно взять Дайну. Дайна тоже не будет ломаться. Даже если это будет... у Дайны две проблемы. На 88-м моторе это ГРМ, который меняется на шестерне сразу, и ты его забываешь на всю жизнь. И кривой коленвал на 96-м моторе, но это редкая редкость, и если он будет кривой, ты это сразу поймешь. Так что нет смысла загоняться по этому поводу. А VTX, он уже старый, если честно. Вот за эти же деньги, если выбирать какой-то мотоцикл, я за эти же деньги сейчас могу взять Дайну 2011 года. Да, она была битая. Но опять же, у нее была побита вилка у этой Дайны и так далее. Ну, опять же, хорошо, не нравится, можно взять целую на 88-м моторе. Проблем никаких. Вот эта задержка. Не знаю, не очень нравится кардан. В целом мод охрененный. Нейтралочка. И в завершении, кому можно его посоветовать, я не знаю, кому его можно посоветовать. Тем, кто любит Хонды, надежность, их не смущает довольно-таки лохматый год. Потому что большинство из этих мопедов, которые продаются, они примерно 2001, 2002, 2003, 2004 года. Дальше, я не видел Хонд новее, честно говоря, мне как-то не попадались.
По запчастям я ничего не скажу. По запчастям, блин, я все сравниваю с Харлеем, потому что этот мопед мне запал в бошку. И не просто так, потому что он простой, как говорил Человек-Болт, как угол дома. И там, в принципе, нечему ломаться. А даже если оно сломается, ты на Алиэкспрессе можешь купить колечки себе, подкинуть, и все будет нормально. Это все, что надо будет сделать с твоим 88-м мотором на пробеге 90 тысяч миль. Ну и ГРМу служить. Здесь, ну, я не знаю, честно говоря, я не видел таких пробегов на Хондах. В основном это 20 тысяч миль примерно, такие пробеги. Мицеллер стоит. Модная покрышка, кстати. Не пожалел денег человек, Паша, когда продавал этот мопед человеку Серго, и человек Серго продает человеку Владу сейчас. Такой круговорот VTX, так сказать, в Минске. В целом, сейчас он меня удивил, потому что когда я первый раз сел на него, мне показалось, что это бегемот, который вообще не управляется, который вообще не рулится и едет. Сейчас было все наоборот. Сейчас мне показалось, что он не едет, потому что я покатался на Дайне на 96-м моторе, которая, кстати, в свою очередь ехала почти как мой Спортстер Спорт 1200. И сейчас он рулится. В тот раз мне почему-то показалось, что он очень какой-то... Он, опять же, он рулится на ходу. Если вот сейчас маневрировать вот в этих поворотах, даже вот входя вот в этот поворот совершенно небольшой, под 90 градусов, на довольно широкой дороге, он пытается свалиться направо. Мне эта херня, кстати, еще в Хонде в эфире 800-ке. Как бы выфер, эталон, так сказать, мотоциклостроения, но он очень валкий мне показалось. Артему так не казалось, он сказал, что я ебнулся, а мне казалось, что он валится. Вот здесь такое же. Он пытается завалиться. Но нет ощущения, что это именно из-за веса, потому что, ну, блин, он легкий на самом деле. На самом деле он легкий. Его можно поднять одной рукой, и вполне может его, мне кажется, девушка поднять. Но когда ты заходишь в такой поворот, он пытается упасть в сторону поворота. Избыточная поворачиваемость у него, так сказать, в наличии. Эта же херня присуща Валькирии, кстати. Ладно, на этом будем заканчивать. Ставьте лукасы и предлагайте, кстати, свои мопеды на обзоры. Особенно тем, кто в Минске. Снимем, так сказать, ваш мопед, покатаемся, расскажем о нем историю. У вас будет красиво снятый, насколько я могу, красиво снят, насколько я могу, видосик и обзор на ваш мопед. А у меня будет видос, и я поведаю о мотоцикле людям. Всем от этого будет круто. Так что давайте. До следующей, так сказать, серии, дружочек-пирожочек. Здорово, я хочу тебе напомнить, что у тебя есть возможность прорекламировать свой Инстаграм или Ютуб аккаунт, или просто написать какое-нибудь сообщение, которое ты хочешь, чтобы все увидели. Для этого закинь на любую из указанных карт, сколько считаешь нужным, и топ-5 задонативших их сообщений я зачитаю в начале следующего бложика. А те, кто не войдут в топ-5, все равно их комментики будут продемонстрированы в середине видео. Пользуйся.